Это сиквел к предыдущему видео, где я показала, что вирусы не доказаны. Под ним стандартные комменты от тех, кто не в теме, всегда одинаковые. Если вирусов нет, то тогда почему целые группы людей заболевают болезнями со схожими симптомами практически одновременно? Вопрос, если не вирусы, то что, абсурден, поскольку предполагает странную обязанность. Пока ты не предложишь новое объяснение, старое автоматически считается истинным. Но то, что я не убеждена в существовании вирусов, само по себе аргумент. Мне не нужно придумывать альтернативную модель только потому, что чужая версия не выдержала проверки. Это нормальное правило логики. Опровержение не требует альтернативы. Я ее предложу в этом видео, но не обязана. Я просто опровергаю существование вирусов, и этого достаточно. Чтобы показать, что чье-то утверждение неверно, не нужно сразу предлагать свою версию. Мне не нужно замещать лживую версию своей теории, чтобы указать на ее несостоятельность. То, что кто-то заболел, не имеет отношения к фальсификации. Факт того, что это не вирус, вообще не связан с тем, знаешь ли ты, что это. Главное – показать, что исходное утверждение не выдерживает проверки. Если человек написал коммент, а что же, если не вирусы, значит, он верит в вирусы. И вообще-то, после того, как ему преподносят, что они на самом деле не доказаны, должен бы, возмутиться, что ли. О том, что он же всю жизнь верил в ложь, но не возмущается, а уводит тему в другое русло. А значит, не принял информацию в видео всерьез, но так как она железобетонная, его поведение – это чистой воды когнитивный диссонанс. Это не критическое мышление, это привычка защищать свою веру любой ценой. Классический пример того, как мозг защищает устоявшиеся убеждения, даже когда перед ним жесткое опровержение. Он уже не ищет правду, он ищет способ остаться правым. Не осознавая этого по психологической инерции, что-то мне не хочется жить по инерции, я хочу знать истинную суть вещей, и пусть она не до конца понятна. Да, кстати, это тоже важный момент. Признанные дыры в официальной науке есть на каждом шагу, и с этим все вроде согласны. Примеры. 80% мирового океана до сих пор не исследовано. Профессор в Гарварде говорит, что иммунология – это черный ящик в медицине. Другое дело, что я вообще не верю в иммунитет, просто степень загрязнения организма. Земная кора изучена только на 12 километров вглубь. Менее 1% территории Антарктики детально картографирована и изучена геологически. То есть все это считается общепринятыми недочетами в знаниях. Ничего страшного, будем изучать. Но когда речь заходит о том, почему народ болеет одновременно, тут ответ нужен сразу всем. И пусть он будет неподтвержденной ложью. Такого человека можно назвать генератором ложного комфорта. Он не ищет правду, он просто ищет объяснение, которое можно повесить на стену и спокойно спать. Его мозг – это мини-маркет страхов, и все полки завалены табличками «Все объяснено». А на самом деле туда загнали одних ярлыков и пустышек. А так хотелось бы поговорить по-взрослому. Вот, например, у нас есть несколько возможных причин, почему люди болеют одновременно либо друг за другом. Одна из них – вирусы. В предыдущем видео я показала, почему это подстава. Смотрим, что у нас еще может быть. Эпигенетическая синхронизация. Люди, находясь в одной среде, могут обмениваться определенными сигналами через поведение и привычки, влияя на иммунитет друг друга. Массовые социогенные заболевания – это возникновение группы неспецифических физических симптомов, для которых невозможно установить органическую причину и которые часто передаются прямо в поле зрения. Мы описываем 2 случая массовых социогенных заболеваний среди детей школьного возраста, когда у нескольких пострадавших наблюдались схожие симптомы. Психосоматическая волна. Ожидания и страхи могут сами по себе вызывать схожие симптомы у группы людей. Массовый стресс, паника, воображаемые болезни. То есть, если первая причина завязана на энергетике, то эта вторая сидит в голове. Психические эпидемии, одномоментное проявление и эпидемическое распространение среди значительных групп людей. Общие экологические факторы, качество воды, химтрейлы, загрязнение воздуха – все это одновременно влияет на несколько человек в группе. Питание. Если группа людей ест то же самое, то нехватка либо переизбыток каких-то веществ может вызвать схожие симптомы. В садиках детей кормят одним и тем же, вот и болеют группами. Мои никогда вместе с ними не болели, так как у них питание отдельное по вегану. Так что мне даже приходилось иногда оставлять своих здоровых дома, так как им было обидно, что весь класс слег, а им что, в школу идти. Коллеги съели одинаковую шаурму на обеде. Сначала скрутила первого, потом второго, вечером третьего. Никто же не орет: «О боже, он меня заразил». Все признают, что причина общая, а не передающаяся. Но когда схема выведения другая, сопли, кашля, то все, сразу орут.
Микробиом окружающей среды, бытовые поверхности, общие помещения, контакты одинаковые с животными и растениями могут вызывать синхронные изменения в здоровье. Перенос микробиома человека в искусственной среде обитания различается в зависимости от жильцов, предметов и зданий. То есть все взаимосвязано. Там, где ты часто находишься, общая среда, которая частично влияет на всех вокруг. Физиологическая сезонность, биологические ритмы, гормональные циклы, сезонные изменения влияют на группы людей одновременно. Вы же наверняка слышали про то, что женщины, находясь вместе, иногда демонстрируют синхронизацию менструальных циклов. Это известный эффект одновременных физиологических изменений в группе. Или зимой здесь, в Швеции, мало солнца и темно уже в 3. Тут любой будет одновременно болеть. Никакой мистики в виде вирусов. Просто общие условия для всех, кто живет в одной зоне. Другое дело, что я не ем молочку и животные белки, поэтому в целом сильная и не синхронизируюсь с болезнями всего моего отдела. Да, мне тоже холодно и темно, но я, в отличие от других, 6 часов в неделю бегаю на улице, поэтому у меня мой индивидуальный щит, который отделяет от общей волны болезней. Я вам скажу, как я болею раз в году. 3 дня насморк, продолжаю работать в офисе, ни разу не брала больничные за все 3 года, которые здесь работаю. Единственное, я убираю спорт, все. Ветрянка. Мои дети болели ей один за другим, со всеми соседскими детьми. Это синхронный триггер среды. Типа, уровень стресса в среде превысил порог, запускаем кожную реакцию. Общий биоритм группы. Если они несколько недель подряд находятся в одинаковых условиях, то они на улице зайдут вместе куда-нибудь, то перекусят одно и то же. Тело начинает вести себя как хор, каждый вроде поет отдельно, но ритм общий. У детей кожа любит отвечать одинаковыми паттернами. Итог, кажется, что это заразная болезнь, но это просто синхронизация условий. А инкубационный период – это время, которое нужно организму, чтобы накопить воздействие среды до индивидуального порога. То есть дети получают один и тот же стрессовый сигнал среды, но каждому нужно свое количество дней, чтобы его нервная система и иммунитет дошли до точки, при которой же запускается кожная реакция. Бешенство – экстремальная нейротоксическая реакция из-за каких-то токсичных веществ, попавших в нервную систему. Нужно убрать источник токсинов и поддержать нервную систему очищением. Промывание ран, вывод химтоксинов из организма. Кушать активно связывающие вещества, семена чиа, псилиум, клетчатка, овсянка, цельнозерновые продукты. Много воды, соки, кориандр, петрушка, сельдерей, зеленый чай, но точно не дополнительные токсины через прививки. Все симптомы – это реакция организма на уже попавшие токсины. Клин клином мы тут не вышибаем. Если не вирусы, то что? Очевидно же, что-то другое. Это очень трудный вывод. Я, конечно, понимаю, приходится снять с мозгов готовую наклейку, но все же, ребята, такие простые вещи. Самое простое решение всегда самое трудное, потому что его нужно увидеть самому. Мир устроен проще, чем нам кажется. Все прямолинейно и логично, если не закрывать глаза на очевидное.